масштабные ураганы. Ураганы были причиной многих морских бедствий, и, к сожалению, не существует единого практического правила, которое моряки могли бы использовать для обеспечения безопасного отделения от урагана в Северном Атлантическом океане. В сети появилась видеозапись, сделанная матросом танкера, попавшего в гигантский шторм в Северной Атлантике. От зрелища бурных волн, заливающих корабль, становится по-настоящему страшно. Страшный момент борьбы танкера со штормом в Северной Атлантике. О борт корабля бьются 15-метровые волны, и кажется, он вот-вот пойдет ко дну. В какой-то момент моряк, снимавший шторм, оказался полностью ослеплен водой, когда волны обрушивались на палубу нефтяного танкера, заливая иллюминаторы. Северная Атлантика известна своими жестокими штормами. Метеорологи объясняют это интенсивными областями низкого давления, которые образуются по всему бассейну. Эти области могут подпитывать ветры, которые создают шторма и поднимают огромные волны. Они иногда достигают рекордных размеров, например, в феврале 2013 года, когда буй, расположенный между Исландией и Соединенным Королевством, зафиксировал высоту волны 18,9 метра. Сегодня, даже когда понимание ураганов расширяется, все еще существует много ошибок, присущих прогнозированию движения и интенсивности этих систем. Используя повторяющийся анализ рисков, моряки могут свести к минимуму возможные последствия столкновения с ураганом. Современные грузовые суда, даже самые большие корабли, круизные лайнеры, не застрахованы от силы природы, но есть способы избежать подобных бедствий даже в самую ненастную погоду. Современные грузовые суда спроектированы и построены так, чтобы выдерживать самые сильные штормы, но ни один экипаж не хочет оказаться в эпицентре урагана. Попасть в шторм в море может быть ужасным испытанием даже для самого опытного моряка. Тем не менее, стены воды и сильные ветры, возникающие во время сильного океанского шторма, являются неизбежным аспектом жизни на море, а с массивными грузовыми кораблями плотный график, по которому они ходят, не позволяет им брать перерыв. Одно только дневное топливо для грузового корабля может стоить десятки тысяч долларов, поэтому отклонение от графика может стать огромным финансовым бременем. Хотя вес и размер грузовых судов помогают стабилизировать их, во время урагана действительно не существует безопасной гавани. Тем не менее, лучшее место для большого судна во время шторма – это открытое море. Несмотря на то, что они построены из самых прочных материалов. Массивные волны сильных штормов могут столкнуть большие суда в бетонные сваи порта, что приведет к повреждению корпуса судна. Хуже того, если большой корабль сорвется с якоря во время шторма, он превратится в массивный плавучий разрушающий шар, вызывающий неисчислимые разрушения. Большинство из нас сочли бы большие грузовые суда медленными, максимальная скорость большинства из которых колеблется от 15 до 30 миль в час. В таком случае их единственная надежда избежать активного урагана в пути – уйти достаточно рано, чтобы безопасно пересечь путь шторма. По этой причине большинство капитанов грузовых судов следуют правилу 1, 2, 3, относящемуся к первому, второму и третьему дню прогноза урагана. Следование предсказанному прогнозу погоды в идеале позволило бы путешествующему грузовому судну оставаться на расстоянии не менее 100 морских миль от пути урагана. Однако этот способ не на 100% эффективен. Ураганы и другие сильные штормы могут в любой момент изменить направление, застигнув на своем губительном пути ничего не подозревающее судно.
И чем позже судно уйдет, тем меньше вариантов у него будет уйти от шторма. В этих случаях есть еще способы избежать бури. Притормозить, чтобы оценить погоду и, возможно, пропустить ее, изменить курс, чтобы обойти шторм, или просто вернуться в порт. Все это жизнеспособные варианты, которые, возможно, спасли бы много судов от затопления. Ураганы, которые обрушиваются на берег в пределах 50-100 морских миль от конкретного порта, как правило, более разрушительны, чем те, которые приближаются к порту с суши или параллельно побережью в непосредственной близости от порта. Кроме того, порты, расположенные в правом переднем квадранте, в зависимости от направления движения ураганов, во время выхода на сушу, как правило, имеют более сильные ветры, волны и штормовые нагоны. Владельцы и операторы судов несут ответственность за поддержание мореходных качеств судов, способных выполнять поставленные перед ними задачи. Они должны должным образом укомплектовать эти корабли обученными и опытными экипажами, а также должны внедрять и обеспечивать соблюдение стандартов безопасности для реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с погодой. Они должны планировать свои маршруты на основе последних прогнозов погоды и должны побуждать своих капитанов, помощников и членов экипажа принимать решения, основанные на безопасности экипажа и судна. Оборудование, используемое для получения прогнозов погоды, должно содержаться в надлежащем состоянии. Если бы все морские работодатели ставили безопасность на первое место, бедствий, связанных с погодой, не происходило бы. Грузовые корабли не отправлялись в плавание и не попадали в ураганы. Экипажи морских платформ не были бы оставлены в море, чтобы пережить штормы, которые заставлял их опасаться за свою жизнь. Вместо этого суда изменяли бы курс или останавливались в порту или в убежище для больших грузов без экипажа. Экипажи были эвакуированы. Жизни были бы спасены. Мать природа может нести ответственность за суровые погодные условия и ураганы, но ее нельзя винить в каких-либо связанных с ними морских бедствиях. На судах находится регистратор данных или черный ящик. Эти устройства отображают и записывают скорость и положение судна в любой момент времени, а также важные для принятия решений аудиоразговоры между капитаном и командой.